Приветствую вас! Сегодня на моем канале мы поговорим о том, как бесы обманывают экстрасенсов. Все вы знаете о существовании ангелов и демонов. И знаете о том, как вредят демоны в нашей жизни, простым людям. Но вредят ли они экстрасенсам и как? Об этом я расскажу в этом видео. В своей практике я сталкиваюсь с очень интересными разными случаями, работая с людьми. Ну, например, вчера я ехал в машине, и в этой машине я ощутил очень большую тяжесть. Знаете, я уже неоднократно ездил в этой машине, это моя подруга, мы ехали с ней отдыхать на природу. И вот машина хорошая, новая, все хорошо, но сев в эту машину, я почувствовал такую тяжесть, что мне стало очень плохо. И собака стала лаять, как-то некомфортно себя чувствовать. Вот у меня, со мной всегда ездит моя овчарка, и вот она уже ездила в этой машине, а тут ей вдруг стало некомфортно, она хочет перелезть с переднего сиденья на заднее, в общем, что-то происходит. Я настраиваюсь и начинаю смотреть, что с энергетикой данной машины. И вы знаете, я увидел, что вся машина была покрыта такой, как черной материей. Колеса были разрезаны. И я начинаю раскручивать эту информацию, смотреть, а что такое, откуда этот негатив. Машину вот, буквально там месяц назад, 2 месяца назад очищали, там, наполняли энергией, все было хорошо. И вдруг я вижу беса. Сложно его описать, но я попробую. Значит, он с рогами, он такой достаточно высокий, мускулистый, весь покрыт волосом, вот как волк, с очень длинными когтями и с сумками, с 2 такими огромными торбами, в которых вот раньше наши бабушки, дедушки, да, все перевозили, такие огромные торбы. И я понимаю, что это какой-то бес, да, влияет таким образом. А у водителя до этого произошла неприятная ситуация на парковке. Значит, она ехала, парковалась, и там проходила женщина. Хотя проход для людей из парковки другой выход на улицу. А это именно была дорога для машин. В общем, этой женщине что-то не понравилось, она начала бить эту машину, ударила хозяйку этой машины, там произошел конфликт. И вот спустя время я смотрю на эту машину и вижу этого беса с этими торбами. А эта женщина, которая напала на машину, там, где-то недели 3 назад, она как раз-таки шла с этими сумками. Таким образом, мы опознали, что это негатив именно от нее. То бишь, эта женщина, она одержима. И через эту женщину бес напал на мою подругу и на ее машину. Она тоже паркует машину рядом. И я вижу, что каждый раз, проходя около машины моей подруги, она ее проклинает. Она желает, чтобы эта машина не работала, чтобы там колеса у нее полопали, чтобы она поломалась. И действительно, электроника что-то в этой машине зависала последнее время, были какие-то непонятки с машиной. Машина 2 раза чуть не попала в аварию. Конечно же, я призвал архангела Михаила, которого боятся все эти бесы, который всегда с удовольствием приходит, помогает, откликается. И я увидел, что он своим мечом разрубил этого беса, именно ударил по животу. Я не знаю почему, наверное, там находится сила этих бесов. И из этого живота я увидел, как выходит кристалл. Такой кристалл красного цвета. С этим надо разбираться. Наверное, это божественная частица, да, которая есть все-таки в этих бесах, но которую они как бы очернили. Так я узнал, как уничтожают бесов в духовном мире. И мне пришли вот такие вот слова, что
эта женщина, вот моя знакомая, должна пойти и поставить свечу в церкви за освобождение души от всего злого этой женщины, которая на нее напала. И, конечно, попросить у нее прощения, поблагодарить ее, послать ей лучики света и любви. Тогда ее проклятия не будут действовать на автомобиль моей вот подруги. А иначе все могло бы закончиться аварией и чем-то плохим. Поэтому, друзья, берегите себя. Ну а сегодня тема о том, как бесы искушают экстрасенсов. Здесь конкретно этот бес, он мне никак не мешал. То есть я его увидел, призвал архангела Михаила и сразу его Михаил убрал. Но такое бывает, приходит ко мне человек, и я в начале консультации всегда настраиваюсь на своего клиента и пару слов говорю о нем. Ну, вот, например, там вот один из последних случаев. Ко мне пришла женщина, и я закрываю глаза, настраиваюсь на нее, и вижу эту женщину, что она аист. Вот я ее вижу как аиста, сидящего в гнезде, но она там одна. И я говорю, вы знаете, я вас вижу как одинокого аиста, сидящего вот в гнезде, высоко где-то на дереве. И спрашиваю, говорю, а вы одиноки? Она говорит, да, что у нее вот отношений нет. То есть через такие образы я получаю какую-то информацию о человеке. Это мне нужно для того, чтобы я убедился, что я правильно настроился на него, для того, чтобы я убедился, что этот человек, он открыт мне, и он как бы сразу мне начинает доверять. О, да, вот он увидел обо мне, он настроился правильно на меня. И я вот всегда говорю, что вы там замужем, у вас 2 детей, и в 90% случаев эта информация оказывается верной. Но бывают редко такие случаи, когда я говорю так, у вас 2 детей, есть муж? Женщина говорит, нет, у меня нет мужа и нет у меня детей. Потом я еще начинаю что-то копаться в ее информации. Дальше говорю, там, например, у вас 2-комнатная квартира? Она говорит, да нет, у меня нет своей квартиры, я там живу на съемном жилье. То есть не совпадает эта информация. Что я понял для себя? Что если человек находится под очень тяжелым каким-то магическим воздействием, на него сделали порчу, то бесы, которые издеваются над этим человеком, они путают информацию и сновидцу. Они закрывают, замыливают это видение. Замыливают для того, чтобы ты не раскрутил эту информацию, не нашел эту порчу. Потому что если ты найдешь порчу и автора порчи, ты сможешь ее снять. Соответственно, эти бесы получат, потому что, призвав светлые силы, они их уничтожат просто. Ну, как бы с бесами там разговор короткий, их просто ангелы уничтожают. Ну, или же отправляют туда назад, откуда они пришли. И автору этой порчи, конечно, бумерангом вернется, ну, так скажем, не слабо вернется тот негатив, который он послал моему клиенту или моему пациенту. Поэтому бесы путают экстрасенсов, закрывая им информацию про человека, про его судьбу, чтобы ни в коем случае они не увидели, кто же все-таки виновник вот такой вот несчастной судьбы клиента. И получается, что клиент начинает жить не своей жизнью. Вот у него по судьбе эти 2 детей, эта квартира, этот муж, собака, кошка. А у нее или у него в жизни нет ничего. Потому что ему сделали вот эту порчу, его сбили с его жизненного пути. И получается, что он живет уже не своей жизнью. Потом часто такое бывает, что замыливают вот бесы лицо автора. Вот ты просто видишь, что это женщина, видишь там по волосам, например, или по рукам, но не можешь четко определить, какой цвет волос у нее, какой цвет глаз, там, какая внешность. Тоже бывает очень сложно найти автора порчи, потому что бесы закрывают это. Все путается, картинки начинаются какие-то такие
вроде бы этот человек, с одной стороны, а с другой стороны это животное, а с третьей стороны это птица. То есть максимально идет запутывание информации. Также бесы могут являться экстрасенсами, сновидящим под видом святых, ангелов, чтобы поговорить с ними. Это прежде всего проверка. Вот, кстати говоря, высшие силы допускают это. Допускают для того, чтобы проверить такого экстрасенса, что называется, на вшивость. Насколько у него подконтрольно ему эго, его гордыня. Конечно, приятно, если к тебе какой-то ангел придет и скажет: у тебя особенная задача, ты должен вот то-то и то-то делать. Там, пиши книгу, не знаю, собирай свою там секту, да, свою церковь создавай. Это всегда бесы таким образом искушают людей. Они видят, что они не могут по-другому, значит, они идут через тщеславие, через гордыню, через какие-то вот такие чувства, которые сорняками очень глубоко проросли в наше сознание. Определить, разговаривает с вами ангел или демон, очень просто. Ангел никогда не запугивает, не требует и не ругает. Когда информация идет от светлых сил, она приходит с энергией. Сразу ты получаешь такую благодать, становится хорошо, легко, радостно. И там нет принуждения, там нет запугивания. Информация приходит легко, в радость. А если вам говорят: ты должен сделать это, чтобы спасти свой город от наводнения, от войны, скорее всего, это разговаривают бесы. Поэтому будьте осторожны, принимая любую информацию. И также бесы очень любят искушать экстрасенсов, показывая им картинки, что на них все колдуют. И такие экстрасенсы, они с утра до вечера снимают с себя порчи, очищаются от колдовства и так далее, и так далее. Это очень-очень опасно. На этом многие экстрасенсы, к сожалению, прогорели, просто стали, профессиональные даже экстрасенсы стали никем, потому что вот они начали видеть, что их колдуют, им завидуют, а вот она приходит ко мне в Австралию со мной драться, а вот она приходит в Австралию снять мою энергию и так далее. Если вы работаете с высшей силой, вы находитесь под божественным покровительством. Если вы утром встали, вы православный человек, перекреститесь, скажите: Господи, Матерь Вселенская, Богородица, возьми меня под свой покров, защити меня от всякого зла. И вы уже под защитой. Никто не сможет вам навредить. Поэтому, друзья, берегите себя, не попадайтесь на уловки темных сил. А если вы видите, что что-то такое идет нехорошее, что-то вас кто-то путает, подозреваете, лучше оставьте этот контакт, прекратите общение с ним, силой воли своей скажите: я отрекаюсь от темных сил, я выбираю быть с Богом. И они навсегда вас покинут. Желаю вам успехов и до новых встреч на моем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.